Королевство Испания – удивительный край с пышной природой, яркими национальными традициями, населенный улыбчивыми людьми. Регионы этой страны хранят великолепные свидетельства многовековой истории и являются магнитом для привлечения туристов. Кордова, основанная в 152 году до новой эры, во времена господства Древнего Рима, не исключение. Все, погнали. Небольшой город на юге Испании, насчитывающий в своей истории более 2000 лет, некогда был столицей мавританского государства. Сейчас здесь постоянно проживает около 320 тысяч жителей, но круглогодично приезжают миллионы путешественников в поисках удивительных эмоций и впечатлений. Так там, значит, надо масло купить испанское Борхес. По числу памятников всемирного наследия ЮНЕСКО Кордова превосходит все прочие города мира. Ну вот Леша хотел, чтобы я заснял этот девчонку, который слева идет. Поселение на месте Кордовы было известно со времен финикийцев. В III веке до новой эры оно было захвачено римлянами. При императоре Августе Кордова стала центром римской провинции Бетика. Ну, мужчина, ну скажите нам что-нибудь. Ну, прямо только приехали и сразу прям погрузились прям в такую аутентичность. Неожиданно для себя впервые узнал про город Кордоба. И прям с... Товарищ, Кордоба. Кордоба. Ты откуда? С какой? Кордоба? Кордова, да. О, Потому что, в принципе, учили. но мы настоящие испанцы. Говорим Кордова. Кордова. Потому что по-испански правильно Кордова. Понял. Хотя, в принципе, везде пишется Кордова. Вот. Друзья, но самый прикол в том, что вот как бы Мадрид классно, красиво, но здесь прямо вот так вот, прям по-испански. Время 4 часа дня, еще 4 нету. Сиеста то ли закончилась, то ли еще не закончилась. Народ везде сидит, ест что-то, пьет, что-то отдыхает. Ребят, вы когда-нибудь работаете, нет? По дальней улице с оркестром. Кирилл, да. Да нет, Кирилл, ну такая фигня, да ты чё? Да блин, думали приедем в лето. Какое там лето? Господи, да в Москве-то лучше. Да промозгло вообще, серое небо, ты не поверишь. Андалусия. Да Андалусия одно слово, какой там нафиг Андалусия? Солнца нет. Короче, все ходят как эти мымры. Дождик льет. Я тебе говорю, дождик льет. Мокрый дождь со снегом. Мокрый дождь со снегом, да. Где-то 0. -1. Не замерзла как, ну такая же изморозь такая. Ну как в Москве, короче. Как будто приехали только из Москвы, да. Не расстраивайся, нет, у нас здесь нехорошо. Нет. В Москве лучше. В Москве солнца больше. Леша, а что? Я думал, ты храм смотришь. Ты что, вот это Рюмская контора. Смотрите цены, ребята. Квартира 45 квадратных метров продается по цене 35-36 тысяч евро. Это 2 800, даже меньше. Машина не наша, конечно. Нет, не наша. Но думаю, что ее ценник чуть-чуть ниже, чем какая-нибудь домина здесь. В 711 году Пиренейский полуостров захватили арабы и берберы, и скоро Кордоба стала столицей халифата Омейядов. Во время их власти город достиг пика своего могущества и развития. К X веку Кордоба стала одним из крупнейших городов Европы
центром арабской науки и культуры. В этот период население города приближалось к 1 миллиону человек. Это родник святого Михаила, архангела. Площадь Тандилиас. Площадь Тандилиас – одна из центральных площадей Кордобы, расположенная на пересечении 2 главных торговых улиц города. Название площади происходит от слова «тандилиас» – мелкий бизнес, и была обустроена она еще в XIV столетии. В центре площади с высокого постамента, установленного в фонтане, гордо возвышается конная скульптура национального героя, полководца Гонсало Фернандеса де Кордоба. Под командованием великого капитана Гонсало Фернандеса де Кордоба были изгнаны арабы с Пиренейского полуострова и завоеванная Южная Италия. Руины древнего римского храма обнаружили в самом центре Кордобы при расширении местной мэрии в середине прошлого века. О том, что здесь стоял главный храм города в римскую эпоху, свидетельствует грандиозный размер колонн. Беломраморные коринфские колонны говорят о размерах храма – 32 метра в длину и 16 метров в ширину. Сохранилась лестница, ведущая к храму, а также искусно обработанный мраморный алтарь. Весь храм был построен где-то около 81-96 года нашей эры. В середине XI века кордовский халифат распался, и скоро Кордова была захвачена эмиром Севильи. После этого город потерял свое былое значение. В середине XIII века, во времена реконкисты, отвоевывания христианских земель у Мавританских Эмиратов, Кордоба стала частью Кастильского королевства. На сегодняшний день это один из наиболее хорошо сохранившихся старинных городов в Испании, с обширным историческим центром и достопримечательностями. Птички поют. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Мы долго шли, долго кругами, и теми, и левыми, и правыми кругами. И оказались в Венеции. И квадратными кругами. И все-таки мы ее нашли. Это входную дверь. Вау. Все-таки вход-то где-то был. А здесь теплее. Да. Здесь теплее. Это в принципе, просто попали сейчас в Рим. Площадь Нового, как называется правильно? Навона ты имеешь в виду? Навона. Ну просто после Нового года убрали фонтан. А, ну все да. фонтаны убрали. Все убрали. Все убрали. И здание покрасили. И здание покрасили. Понимаю. Пьяцца Навона. Ваш вариант ответа. Внимание. Правильный ответ. Пьяцца Навона. А это Кордоба, ребята.
Я вот уже вот сейчас я вот как вот ногой вот ударил вот этого товарища, который называется Кордоба. Кордоба еще скажи. Кордоба. Ты говоришь Кордоба. Стыдоба, а не Кордоба. Кордова. Так, Кордова. дубль 16. Пяу. Это центральная площадь Кордова. Нашего любимого города. Смешно. Красиво, знаете. Площадь Коридера – главная и самая большая площадь Кордобы. Когда-то ее использовали для проведения праздников, корриды, фестивалей, ярмарок и массовых гуляний. Она также была местом казней и рынком. Считается, что она была построена на останках древнего римского цирка. Tuvieras esta planta que... По улицам вечерней Кордобы когда-то также ходил великий философ Луций Сенека, воспитатель римского императора Нерона. Сенека говорил, если человек не знает, в какой порт он плывет, никакой ветер не будет попутным. И пока мы ждем жизни, жизнь проходит. Мы находимся под стенами Кордобской соборной мечети, которым наверняка есть что поведать. Они слышали и голоса вестготов, и мавританское наречие, и молебны католических священников. Мескита, или Кордовская соборная мечеть, так называют это место во всех путеводителях. Сейчас здесь не только главная городская достопримечательность, но и архитектурная гордость всей Испании. Мескита неоднократно подвергалась расширению. Так в правлении Аль-Мансура ее достроили с восточной стороны, сместив тем самым михраб относительно центра мечети, вопреки канонам мусульманского зодчества. Однако и арабскому господству на Пиренейском полуострове пришел конец. Во второй четверти XI века могущественный кордобский халифат был повержен, и мечеть снова преобразовали в христианский храм, а минарет превратили в колокольню. Барочная колокольня Мескиты Аль-Минар имеет высоту 93 метра. Сегодня Мескита – христианский храм, но в 20 веке здесь молились и мусульмане. Пятый президент Ирака Саддам Хусейн молился в михрабе в 1974 году. Раньше ворота Пуэрто-дель-Пуэнте, что в переводе означает «ворота моста», выполняли оборонительную функцию, так как являлись частью крепостной стены, идущей вдоль древней Августовской дороги. Римский мост, или Пуэрто-Романо, один из символов города. Этот древний мост состоит из 16 арок. Длина моста составила 250 метров, а в ширину он достигает 7 метров. В средние века, в темное время, его парапеты с двух сторон освещались факелами. Римский мост был построен после победы Цезаря над Помпеем Великим. Ребят, половина 12 ночи, двойной красный, машины стоят, и никто не едет. Теперь уже двойной зеленый. Поехали. Пробочка рассосалась. Никого, да? И никого. И опять зеленый. Лёшка, не распрягай, давай стучи в ворота, открывай. Давай, господи, уж пора. Мескита или Великая мечеть – шедевр исламской архитектуры, которая считается одним из самых ярких памятников мавританского наследия в Испании. Он также внесен в список 12 чудес Испании. Мескита считается самым посещаемым туристическим объектом.
В Средневековье она была второй по величине мечетью в мире. Через ворота колокольни можно попасть во внутренний дворик мечети, так называемый двор омовений, или апельсиновый двор, с 5 традиционными фонтанами для омовения. Присутствие в нем апельсинов зафиксировано уже в XV веке. Строительство мескиты началось приблизительно в 600 году. Изначально строилась она как христианская церковь Викентия Сарагосского. Позже стала мечетью. Первоначальное здание не сохранилось до наших дней. В 711 году оно было разрушено. В здешних краях апельсинами, мандаринами никого не удивишь. Здесь их собирают в кучу и выбрасывают. Но запах стоит очень, очень потрясающий. В VIII веке основатель династии кордовских Омейядов построил на этом месте мечеть в почитании своей жены. В мечети хранился знаменитый Коран, столь тяжелый, что его могли поднять лишь 2 человека. В Кордобской мечети устраивались политические собрания, читались указы халифа, проводились учебные занятия. Судья Кордобской мечети был главным судьей Эмирата, которому подчинялись все судьи провинций. Колонный зал – это самое известное помещение в мечети с гигантскими арками и почти 1000 колонн из яшмы, оникса, мрамора и гранита. На месте мечети Мескита в римские времена был храм Януса, поэтому в ней оказались и римские колонны. 114 колонн были также присланы императором Львом из Византии в VIII веке. Колонны были выполнены из разных материалов и имели разную высоту. Поэтому некоторые пришлось утопить в пол, а для других, наоборот, делать базы. Однако несхожесть колонн совершенно незаметна в общем ритмическом ряду аркад. В 1236 году мавры были изгнаны из Кордобы. Огромное здание мечети было приспособлено под христианский храм. Самые существенные изменения в облике мечети произошли в XVI столетии, когда внутри мечети была сооружена христианская церковь. Алтарь, или, как говорят в Испании, ретабло, мескиты в Кордобе изготовлены из кабрского мрамора в 1618 году по заказу
и иезуита Алонсо Матиаса. Католические хоры из красного дерева – одна из самых древних и искусных частей церкви, появившаяся в 1742 году. Каждая часть хоров украшена резьбой, которая соответствует определенной исторической эпохе или человеку. Сиденья в хоре XVIII века, вырезанные из антильского красного дерева, являются работой Педро Дуки Корнехо. На них изображено удивительное многообразие форм и фигур на мотивы Ветхого и Нового Завета, а также сцены из жизни Пресвятой Девы Марии. В нижнем ряду представлено 105 изображений святых. Благодаря качественному материалу и таланту мастера это удивительное произведение искусства не изменилось, хотя ему уже почти 300 лет. И все же больше, чем интерьеры собора, удивляет, как удалось вписать далеко не маленький христианский храм внутри мечети. Как получилось это сделать с технической точки зрения, не нарушив функционирование ансамбля и его общую гармонию. В соборе два органа, северный и южный, 1670 и 1702 годов. Конечно, очень необычно столь близкое соседство в одном большом соборе христианства и ислама, искусства Ренессанса, готики и мавританского наследия. Пожалуй, самое главное чувство, которое испытываешь здесь, это длящееся удивление. В самом хорошем и высоком смысле слова. Аналогов в мире, думаю, найти будет сложно. Общая площадь мескиты достигает 24 тысячи квадратных метров, а ее размеры примерно 170 на 128 метров, в том числе крытая часть 128 на 115 метров. Ниша в стене мечети, к которой мусульмане обращаются во время молитвы, называется михраб. Она символизирует присутствие в мечети пророка. Обычно михраб обращен на восток, в сторону Мекки, но здесь он направлен на юг, на столицу империи Омейядов – Дамаск. Богатая история собора оставила множество материальных ценностей, часть которых выставлена в залах для осмотра. Среди особо ценных экспонатов – кубки, чаши, кресты, инкрустированные драгоценными камнями, личные вещи епископов, предметы обихода, рельефы с фасада мечети и столбов, датируемые VI-VII веком, жемчужина коллекции «Дарохранительница», созданная в 1514 году. Автором этого произведения искусства стал немецкий мастер Энрике де Арфе. Высота реликвии достигает 2 метров. Дарохранительница выносится из кафедрального собора только раз в году для шествия по улицам Кордобы через 60 дней после Пасхи. Затем она снова возвращается на место хранения в часовню Святой Терезы.
Алькасар христианских королей – это средневековый замок в историческом центре Кордобы. Алькасар был построен на месте мавританской крепости в начале XIV века, которая в свою очередь была возведена на фундаменте римского бастиона. Алькасар служил одной из главных резиденций Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского, завершивших освобождение испанских земель от мавров. С 1490 по 1810 год здесь располагался штаб Святой Инквизиции. А в 1821 году Алькасар стал тюрьмой и оставался ею почти 100 лет, до 1931 года, когда испанское правительство признало его историческим памятником. Большое впечатление оставляет внутренняя территория архитектурного комплекса, разительно отличающаяся от его внешнего облика. Посетив королевский Алькасар в Кордобе, можно пройтись по аллее королей, по бокам которой стоят статуи всех королей, которые когда-либо жили в замке. В конце аллеи находится небольшая площадь со скульптурной композицией, запечатлевшей Изабеллу Кастильскую, Фердинанда Арагонского с Христофором Колумбом. Именно здесь, в Алькасаре христианских королей, знаменитый мореплаватель имел в 1492 году аудиенцию у монархов, которые дали ему разрешение на плавание и спонсировали его путешествия. Кордова, друзья. День. Уже 5-й час дня, в Москве стемнело. А у нас, наверное, 17, может 18, даже не знаю. Январская погода в Испании, хотел сказать в Италии. В Испании, друзья, в Испании. Испанская погода январская очень хорошая, по крайней мере в Кордове. В Мадриде что-то было прохладно, что-то было не так, а здесь прям класс, прям лето. Ну, май месяц. По нашим меркам московским, май месяц очень хорошо. Летом, конечно, жарища, понятное дело, здесь умирать. Ну, а сейчас в январе прям просто песня. Даже необычно, не хватает. Да всего хватает, на самом деле, все хватает. Шампанского не хватает, может так, что пить хочется. А там фонтанчик, попьем водички в фонтанчике. Что хотел сказать. Кордова. На удивление, даже в десятку крупнейших городов Испании не входит. В 20-ку входит где-то там 12-е, что-то в таком духе место. Город 2200 лет, ребят. 2200 лет. Обалдеть. Римская империя, все дела, все как обычно, все как мы любим. Красиво, зелено, спокойно. Народу немного, вот кто-то ходит. Вот. Но так в целом хорошо. В целом замечательно даже, бодряще.
con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza es poesía.